Привет! Сегодня у нас 10-й день, и это счастье, это обретение стабильности, это полнота жизни. Это прекрасное время, когда вы после разрушений, после этого тяжелого пути вышли, наконец, на свою дорогу. Вы это почувствуете, это не заметить будет сложно. То есть вы это почувствуете в материи, что вы изменились сами на молекулярном уровне, внутри себя, у вас сознание поменялось, мышление поменялось. И вы выходите в эту стабильность. Это стабильность, когда дом полная чаша, когда вы сами чувствуете себя счастливым человеком. Потому что я реализую себя в жизни. Я свою душу слышу, и я иду по своему предназначению, то есть я чувствую, что то, что я делаю, чем я занимаюсь, это все приносит мне радость. Это про радость и счастье. Вот. Давайте посмотрим эти процессы. Сейчас. Можете перематывать, когда я вот делаю, я не мешаю. Так. Просится почему-то 5 карт. Посмотрим. Так, вот этого обязательно колода. У вас изменения будут обязательно. То есть нужно проходить по-честному вот этот путь трансформационный, который я выкладываю, да, для вас я делаю это. Пожалуйста, мне многие пишут, что у них жизнь поменялась, реально. То есть очень много людей, которые почувствовали, что жизнь меняется. Я не знаю, как это работает, но это работает. Ну, потому что я вам даю рабочие техники. Я с вами вместе вот это все на энергетическом плане открываю вам дороги, пути, даже для вашего сознания, для осознания вообще процессов, которые происходят. И вы даже не замечаете этого, вы трансформируетесь, просто послушали расклад, и у вас что-то изменилось, уже другой уровень сознания. Но еще что хочу сказать, обязательно нужно ваше усилие, ваше участие в вашей же жизни. Никто вам не будет разруливать вашу жизнь, никто. Только вы сами можете своими ручками, своими мыслями, своими намерениями выстроить свою жизнь так, как нужно. Так, поехали. Свечение. Вы сейчас, вот она, карта фундамента Земли. Это связь с Землей. То есть, как с Матерью Землей. Сейчас. Все, это точно истина. Вы ушли из вот этих переживаний, из этих страданий, из этого опыта. Вы вышли, просто вышли из этих кармических узлов, кармических контрактов. И это вам по справедливости. Что вам дается по справедливости? Что я вам скажу? Вам дается открытие вашего предназначения, звездность. То есть звездность — это когда ты живешь по душе и делаешь дело какое-то, которое ты любишь, и оно у тебя получается, ты еще, это карта звезды. То есть это исполнение ваших мечт, самых заветных. Любовь, чистая любовь просыпается у вас.
Вот, опять звезда, любовь и мастер. То есть вы обретаете статус мастера в каком-то деле. Что у меня со свечой творится? Вы бы видели. Вот что происходит. Это исполнение мечты. Такой вот именно, которая по сердцу, по душе. Это не то, что хотелка исполнилась, а именно мечта ваша, которую вы долго-долго лелеяли. Но вы просто выбрали этот путь, вы выбрали выйти наконец. Даже с тяжелым сердцем, но выйти из печального кармического вот этого урока в справедливое какой-то ваш путь, просто ваш путь. Вы вышли в ваш путь. Вам открываются все возможности. Дальше. Свечение. Королева кубков. Колесница. Ух, 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 ух. Так, это что? Ребята, это вот так фундаментально. Давайте вот так вот сложу, чтобы было видно. У вас распаковывается чувственная сфера. То есть вы чувствуете ваши чувства, вы чувствуете жизнь, и вы двигаетесь. Самое главное – это движение. И в материи вы теперь подходите к любому делу творчески. То есть у вас распаковывается вот это творческое начало. Это многие люди, которые пойдут по пути души и будут именно слышать свою душу и заниматься делами, своими делами, даже обычная работа какая-то там, да, но с творческим подходом, потому что вы иначе уже мыслите. Вот вы вылетаете в колеснице, вы вышли из этого кармического урока. Знаете, что вы сделали? Просто вот этими чистками, вот этими днями, когда вы переживали, многие пишут мне, какие там процессы происходят. Ребят, вы вышли из жертвы, в которой вы висели долгое-долгое время, если не всю жизнь, через признание и собирание своего ресурса энергетического, любого вида, из вот этих кармических уроков, узлов. То есть вы это все собрали себе вот сюда, свой энергетический ресурс, и вы вышли в мага. Маг своей судьбы. Человек, который творит свою вселенную, творит свою реальность. Я могу, я хочу, я делаю. Это маг. Это божественная воля. Это в триединстве именно воля. Вот. Дальше. У вас открывается огромная сила волка. Волк вообще в тотеме это животное, которое, ну, во-первых, он очень умен. Во-вторых, это животное, которое, он может быть один, но все же он верен своей семье. Это человек, который... Человек-животное. Сейчас вот я просто говорю. Это защита вас. Защита вас на любом уровне бытия. То есть вот смотрите. Может быть, кто-то читал «Бегущая с волками». Вам рекомендую, девушке, почитать. Клариса Пинкола Эстес «Бегущая с волками». Вот там о волках вообще, то есть предисловие там об этом. Что обозначает тотем животного этого? Ну, это сила неимоверная, это страсть, это мудрость, это верность, это храбрость. Это храбрость выйти в свой путь. Вот так. Это благородство. Дальше. У вас открываются перспективы. То есть это не просто открываются дороги,
Двери вам сейчас все будут открываться. Юля вам сейчас двери все открывает, потому что этими раскладами я вам как раз-таки подсвечиваю вот эти болевые ваши точки, куда люди, ну, не хотят смотреть они на это и продолжают в этом жить. Вы сейчас, выбрав свою судьбу счастливую, просто берете, вот она, карта выбора, но выбор уже сделан. Вы пошли в счастье в свое собственное. Так. Может быть, это 2 дела, 2 предназначения, возможно. Возможно, это два пути сейчас будет у вас. Так. Но это движение. Это движение в материи, причем огненное, страстное, такое... Для мужчин вы, как король жезлов, теперь будете действовать. Это активный мужчина, который добивается своих целей. Он харизматичный, он страстный, но в то же время это глубокий человек. То есть многие трактуют короля жезлов как человека, который, ну, по жезлам только такой, по легкому. Нет, я трактую это по-другому. Этот мужчина с энергетикой такой, мощный, манкой, но в то же время он мудр, он не расплескивает эту энергию, он просто прошел этот путь. Он прошел этот путь. И вы, девушки, вы тоже. То есть вы либо встречаете такого мужчину, либо ваши партнеры. Потому что если вы трансформируетесь, ваши мужчины тоже автоматически будут меняться. Если они вас любят, если вам быть по судьбе, все, он будет за вами идти. Он будет в любом случае. Потому что Господь это, ну как, просто Господь это видит. И ну, он не даст ему, мужчине, жизни. Если вот он, например, вот он любит эту женщину, все, он, значит, будет за ней идти в любом случае. Любовь. Вам открывается божественная любовь и исцеление. Глубочайшее исцеление вашего пути судьбинного, судьбинных программ. Дальше. Солнце. Ваше солнце – это возрождение, это восход, это заря жизни, это яркая проявленность в материи, это рождение детей, это рождение новой семьи, это мужская энергетика солярная, которая согревает вас. Так, 10 жезлов. Просто карты не могут рассказать о предыдущем, то есть опыте. Вам было очень тяжело. Вы тащили такой груз из уроков, из вот этих бесконечных трансформаций, у кого-то болезни. Вот карта болезни, и тяжело прям было. Ну, кто-то вообще прям лежал, ну, плашмя. 4 кинжалов, да. Но очень быстро вы вылетаете опять в свою колесницу. В свою колесницу. То есть вы садитесь в свой корабль судьбы, в свою колесницу и уже летите просто на своем пути. Так, печаль, это откуда, это что? Мне подскажите, пожалуйста. Хочу я уточнить эту карту. Почему печаль? Почему вот этот опыт? Хватит, ребят. Если вы стагнируете по поводу ваших предыдущих отношений, браков, союзов, что вот мне не получилось там или что-то такое, все, отсекайте это, потому что вы идете к своему солнцу. Еще раз, солнце, 2 карты солнца выпадает. Это очень редко бывает. То есть у вас сейчас возрождение жизни, если вы это выбираете. Если вы это не выбираете, ну это ваши проблемы. То есть
Ну, не хотите так жить? Ну, пожалуйста. Дальше прибываем тогда в четверке мечей. Вот. Четверка мечей – это также карта глубочайшей стагнации, когда человек не двигается. А у вас после десятки жезлов, когда вы тащили этот груз, вину свою тащили, вы почему-то, ну, вас завиноватили, возможно, и вы тащили это. Вот в этом состоянии лежали очень долгое время. Но очень быстро, это стремительная карта, самая быстрая в колоде, вы просто садитесь на свою колесницу и отплываете в свой новый путь. Дальше. О боже. Вот она, карма. Вы сейчас повернули свою карму, очистили просто на уровне многих-многих воплощений. Я сейчас не шучу. Это реально так. Это птица Феникс, которая возрождается из пепла, которая осознала, что у меня есть завязки, эти кармические узлы, но я хочу это развязать самым благоприятным образом. Я хочу из этого выйти, из этого печального опыта. Любовь к себе просыпается. Это самоценность. Это про вашу адекватную самоценность. Дальше. Любовь. Вселенского масштаба. Любовь к мужчине, любовь к женщине у вас. То есть партнерство это. Это про любовь. И еще и здесь вот товарищ 15-й, дьявол, в этом контексте он хорошо, потому что это любовь очень страстная, глубинная. То есть это и на физике отражается, физическое взаимодействие с партнером просто на высших уровнях бытия. Это удовольствие, это любовь, которая приносит наслаждение. Но также это глубинная любовь, то есть это чистота источника, смотрите, голубка, да, чистый источник. И плюс 15-й, он в материи, понимаете? Он всегда помогает в материи, так что не надо говорить мне про то, что там дьявол, это все. У вас происходит... Вот, вы смотрите, еще одна карта колесницы, просто это в другой колоде. То есть движение. Вы прекращаете быть вот этой тенью, живой тенью, которая ходит, но нигде не светит, не греет, ничего. Ваша душа наконец-то начинает рождаться и выходить из этого кокона, которому вы сами, из этой пелены, из этих непоняток, когда вы жили как будто в мутной воде, и у вас происходит обнуление. То есть с чистого листа жизнь разворачивается сейчас перед вашими ногами, с чистого листа. Давайте посмотрим. Еще карта темного космоса. Сейчас я хочу одной картой. Пояс астероидов. Это как раз ваш кармический путь, который вы прошли. Это тяжелый кармический путь. Это препятствие, но это также выход в новое. То есть это после кризиса, когда человек выходит в новый путь. И это совсем по-другому. То есть это вот кармическая карта сейчас. Вы карму по справедливости, у меня еще по другой колоде выходил, то есть сейчас каждый будет получать по справедливости. В вашем партнерстве, в вашей семье. Вы потому что запросили это, Господи, по справедливости, пожалуйста. У вас может быть такая практика. Если какая-то ситуация очень долго тянется, вы не можете ее никак решить, ну не можете вы никак ее, просто выйти из нее, как-то ее осмыслить, что вообще происходит, какое принять мне решение, или вас человек преследует, либо человек этот не преследует, но
вы не можете решить с ним никак задачу, у вас зависли, например, отношения, или что-то не двигается, или что-то, в общем, у каждого своя проблема какая-то. Даже когда вы чувствуете, что вы, например, заболели, или ваш человек заболел, или в семье кто-то, неважно, вы Творцу говорите: Господи, я отдаю эту ситуацию в Твои руки. Реши, пожалуйста, ее, эту ситуацию, самым благоприятным образом для меня, потому что я хочу исцеления, я хочу своего счастья. Я исцелен, я счастлив, я свободен. Также вы можете отдать Творцу прям отдаете, человека, партнера, говорите: Господи, я никак не могу понять вообще, что этот человек мне, зачем вот это вот все у нас таким образом происходит, что у вас завязка, например, кармическая, вы никак не можете выйти из этого урока. Например, какие-то отношения, которые вас замучили уже просто вдрызг. Вы отдаете просто этого человека Творцу и говорите о вашем исцелении. Я хочу исцелиться, я хочу исцеления, я исцелен или исцелена, я свободна, я счастлива, для женщин, да? И мальчики тоже переворачивайте. И у вас происходит, эту практику нужно говорить, ну, как минимум 30 дней. Вообще, по-хорошему, 40 дней надо сказать. Потому что за 1 месяц решаются просто кармические узлы, которые годами вас тянули и не давали вам жизни. То есть это когда человек никак не мог решить эту задачу. Это какая-то вот задача, высшая математика. Я не могу это понять вообще. Зачем меня поместили в эти обстоятельства? Что я должен из этого вынести? Также это с работой, например, ситуация какая-то, с партнерами, с начальником, там, я не знаю, с родственником, который не дает вам жизни. Вот то же самое. Даете просто эту ситуацию и, Господи, реши это все по справедливости. Просто каждому по справедливости. Ты видишь, что я уже задолбался или задолбалась в этом жить, без иллюзий. Вы просто отдаете это Творцу. Но не удивляйтесь тому, что у вас за месяц это все вырулится, разрулится просто эта ситуация. Вас не будет больше триггерить, во-первых, какие-то моменты. Во-вторых, ситуация сама, она выйдет на другой уровень. То есть, короче говоря, вы просто освободитесь, вы свободным человеком себя почувствуете. И уже со свободной волей уже будете решать, вам нужно это, не нужно. Возможно, это вообще другие варианты вам будет подкидывать Вселенная. Ось астероидов, вот тоже карма. Вот она, карма. Кармические узлы все чистим. С кармой, смотрите, любые узлы прошлого, любые завязки, это сейчас даже не касается, не обязательно с партнером, а у вас, например, претензия на работе там или там, с родственником, да просто вы пошли к мастеру какому-нибудь там по маникюру, да, и он вам что-то сделал, у вас претензия, ну не так сделал, да. Короче говоря, чтобы не завязывать вот этот кармический узел, потому что, всегда это завязывается, кармические узлы, при любом взаимодействии с людьми в целом, с людьми. Поэтому многие уходят в отшельника, и им это удобнее. Так удобнее, жить. Но тем самым вы свою душу просто лишаете вот этого опыта. Мы сюда пришли на землю для уроков, для того, чтобы ваша душа росла, для того, чтобы она познавала, для того, чтобы она проходила свои задачи, которые она там, в космосе, души договорились. Мы здесь встретимся, я буду триггерить тебя, например, там партнер какой-нибудь, а ты выбирай, как тебе жить, с тобой так можно или нельзя. Вот точно так же любые кармические узлы, как мы чистим. Вы говорите, обращаясь к этому человеку:
по имени. Я благодарю тебя за все уроки. И перечисляете, за что благодарите. Я прошу прощения у тебя за все негативные чувства, за все негативные эмоции, которые я испускал или испускала, излучала в твой адрес. За мой гнев, за мою боль, за мои претензии, за мои обиды, за мое мучительное поведение по отношению к тебе. Я прошу у тебя прощения. Даже, смотрите, вы просите прощения у того человека, который вам сделал зло. Вы говорите: я прошу прощения у тебя за то, что я злилась на тебя, гневалась. Это вот к женщинам, да? Мужчины, просто переворачивайте. И чего-то ждала от тебя, каких-то других поступков, осознания моей значимости, зависания в стагнации, за мои ожидания от тебя, тех действий, которые мне хотелось, чтобы ты совершал, но ты их не совершал, потому что ты другой человек, ты мне ничем не обязан. Ты мне ничего не должен. Я тебя отпускаю, ты свободен. И я свободна. Или я свободен. Я иду в свою жизнь. Все, вот такую мантру вы проговорили с человеком, вот такую практику, с солью себя помылись, хотя бы 3 дня вот так поделайте, проговорите. Полезно вообще проговорить вот это вот со всеми партнерами и с родственниками. Обязательно мама, папа, это прям вот, это даже перво-наперво, с мамой, с папой. Вот это все вычистили, проговорили, у вас проекции не будет уже на других людей, ваших ожиданий. Вы прекратите к ним относиться, знаете, вы встретили, допустим, не знаю, какой пример вам привести. Вы встретили кота и хотите, чтобы он вел себя как лебедь. Ну, понимаете, да? Ну, то есть вот это точно так же. То есть вы встречаете человека, вот он такой, он с таким набором качеств, он с таким набором задач своих тоже. Он с вами договаривался на том плане о прохождении совместно каких-то уроков. А вы чего-то ожидаете от него, чтобы он вел себя другим образом. Если вас не устраивают эти отношения, если мне девушки многие пишут, партнеры, что их обижают, допустим. Ребят, девочки, мальчики, ну почему вы находитесь в этих отношениях, если вас там гнобят, если вас там обесценивают, и если вас там годами просто с плинтусом сравнивают? То есть это значит, ваша самоценность, ну, на минус 81 уровне. Вы понимаете, что вы пришли на эту землю тоже за своим опытом. Меня достаточно. Я ценный человек, просто потому что я есть. Я двигаюсь, я что-то делаю, я добиваюсь чего-то. Но вам, как, вот знаете, кирпич под ногу попадается вот такой партнер. Это обычно кармические партнеры, которые из нас делают, знаете кого? Из овец делают львов. Потому что вы осознаете свою ценность и понимаете, что со мной так нельзя. Я выхожу из любого вида деструктивных отношений, из абьюзерства, из вот этого мучительного, например, союза. Я не хочу говорить союз на вот такие отношения, когда вас годами просто сравнивают с плинтусом и не только морально калечат, но и физически даже физически. А вы годами находитесь в этих отношениях. И почему-то еще и оправдываете этого мужчину или эту женщину. Потому что женщины тоже, поверьте мне, бывают ну, просто... В общем, вы поняли меня. Вы выходите
из любых отношений, которые приносят в ваше поле деструктив. Смотрите, вы не обязаны общаться с родственниками, если вам плохо после общения с ними, даже если это родная мама. Вы пообщались с родной мамой, у вас сыпется ваша личная жизнь. Пожалуйста, оглянитесь, посмотрите, а почему у меня сыпется личная жизнь? В чем причина тут? И вы поймете. Вы найдете свой источник. Просто найдете свой источник. Сейчас. Вот это опыт, ребята, это просто. Ну вот, это же, это фундаментально, ребята, я сейчас расскажу вам. Я благодарю Вселенную за эти знания, которые ты даешь мне. Потому что, смотрите, у вас был опыт полнейшего нересурса, когда было мало вообще, мало, недостаточно любви, недостаточно средств, всего недостаточно, мало, это карты мизера. Это когда вам эмоционально не давали ничего, например, в родительских отношениях, но зато морали очень много понадавали, понакидали вам задач каких-то, сценариев, это паттерны поведения, которые годами вам накидывают. Например, сначала это родители, потому что ребенок рождается, он чистый, от природы он чистый, его душа знает опыт, что она пришла сюда за своим предназначением. Но дальше начинается вот это вот цирк просто, вот моралити, вот, которая поддавливает бетонной плитой. И я живу, я не позволяю себе выйти из этого мизера. То есть потому что вы были вот такого вот размера. То есть вы человек, несмотря на ваш рост, вес, возраст, вот такого. А теперь вот этими практиками вы расширяете свое сознание, вас больше становится. Вы осмысляете весь свой опыт печальный, укладываете его в себе, развязываете все кармические узлы. Сегодня у нас практика на то, что вы благодарите партнеров, благодарите родителей и просите у них прощения, выходите из этих кармических узлов навсегда. Просто прекратите ждать от других людей каких-то действий. Итак, вы были долгое время вот в таком состоянии сжатия, пленника, человека, который ни на что не влияет. Он в тюрьме как будто находится, и он живет в этой тюрьме. Практиками, прохождением, вот этим напитыванием себя. Потому что мы делали медитации, мы делали практики. Я вам давала сильнейшие вообще практики, которые работают. И у вас уже защита идет от любого вида хтония и теней из прошлого, а также сущностей всякого рода. Потому что у вас сила, у вас вот чистый родник, понимаете? Вот чистый родник у вас самих. Вы принимаете свой печальный опыт, принимаете его, не отвергаете, а принимаете. И вы выходите вот из этого состояния в состояние ребенка, в радугу, когда я иду по своему новому, красивому, прекрасному пути. Да, это маленькими пока шажками, может быть, не уверена пока, но мне там светит этот путь, этот маяк, и я иду, я знаю, что я иду к своему счастью. Это обновленная душа, то есть это вот аллегория того, что ваш ребенок исцелен, внутренний ребенок. Через отшельничество, как раз-таки у нас 9-й день был посвящен этой теме, переслушайте, пожалуйста, если нужно. Через отшельника мы познаем мудрость, мы света набираемся, глубинных
знаний. В общем, укладываем в себе вот весь этот опыт. Почему это со мной произошло? Не почему, ни за что, а для чего мне это было дано? Для чего мне Господь послал такие испытания? Для чего? И вы выходите из отшельника в настоящую любовь, когда люди смотрят друг на друга, когда нет никаких треугольников, когда есть только любовь, чистая, проявленная любовь. Вы теперь чувствуете течение жизни и идете по жизни по течению, то есть не против течения, когда я гребу изо всех сил и выдыхаюсь, нет, вы теперь идете по жизни наиболее гладкой дорогой. Вы знаете еще, самый главный индикатор того, что вы сейчас на правильном пути, это когда вам легко идти. Вот вам реально легко. У вас дело спорится в ваших руках. Вы что-то делаете, у вас отдача моментальная. Не то, что вы годами идете к этой мечте, а она все отодвигается и отодвигается, значит, это не ваше. Значит, это не ваше. Либо это не ваше время, либо это не ваше дело. Либо вот мечта, о которой вы мечтаете, допустим, касаемо предназначения, это очень, очень показательный пример. Когда человек годами чего-то добивается, но через потери, через усилия, через вот так вот сжатие зубов просто, чего-то добивается, и в конце жизни он просто смотрит, я пер наперекор всем препятствиям, но к чему я пришел? Я не познал радости, я не познал счастья, я не познал благодарности, я не познал вот этой благодати. А ваше дело, ваше предназначение, оно вам будет само открываться, просто вашими шагами. Вот, ваш путь, ваши шаги, и вам гладко это будет даваться знания, даваться возможности. Вдруг, откуда ни возьмись, вы этого не ожидали, а оно просто идет, и вам распахиваются одни двери. Пожалуйста, входи сюда, другие, и так далее. У меня, видите, чувствуете, наверное, что у меня энергетика сегодня просто вот такая вот. Она немножечко... я поднабрала энергетического ресурса, потому что я помню день, когда мы делали вот этот вот 8-й, реально... из меня просто все соки выпила. Вот эта практика наша по дьяволу, вот это отсечение всех привязок и так далее, просто... Вот сейчас у меня совсем другое состояние ума, совсем другое состояние внутри меня. У меня огонь горит, я вижу это, чувствую это, и в материи это отражается. Вот. И так далее. Так. У вас после того, как была говномешалка в голове, ну я так это называю, но по-другому не могу сказать. Ну когда вот мысли, знаете, мысли-клевалки, мысли-мешалки, бесконечно, я переваривала, он сказал, она сказала, да что же он сделал, это сволочь такая там и так далее, жизнь не испортил, или там про женщину, неважно про кого. У вас идет, вы идете к своему источнику. Вот это ресурс, это ваш ресурс энергетический. У вас просто идет, шурует энергия к вам уже из вашего источника. И вы выпархиваете из клетки. Все, больше клетки не будет никогда. Это я вам говорю. У вас больше никогда не будет клетки. Если вы сами этого не захотите, если вы сами этого не позволите. Всегда люди, когда, допустим, у них что-то случается, или, видите, важная информация сейчас идет, что-то происходит в их поле, какое-то энергетическое воздействие, магическое воздействие, всякая хтонь, болезнь. Опять же, ребята, магическое воздействие, это может быть, это пробитие вашей энергетики, вы просто валяетесь и воете от боли.
Вот это что может быть. Просто человек вам пожелал нехорошего. Вы позволили этому случиться. Потому что если вы говорите любой вида хтони, особенно женщины, вы обладаете этой силой внутренней, послать демона любого порядка, любого, суккуба там, вообще из ада просто, из самых теневых миров, вы можете любого демона послать на... Я не буду материться, но вы поняли меня. На 3 буквы. И их шлете, потому что они боятся этого. Они боятся женской силы, которая есть у них от природы. У женщин есть эта сила в матке. Просто многие женщины забыли, что у них есть эта сила. Забыли, поэтому они живут как маленькая девочка всегда. Ей 55 лет, она как девочка. Поэтому ей не дается ни богатство, ни любовь, ни партнерство, ничего. Потому что маленьким детям не дается это. Вы должны вырасти из коротких штанишек, пройти через вот эти жесткие уроки, чтобы вас протащило, да, некоторых нужно протаскивать, потому что по-другому не понимают люди. И выйти в собственное процветание, когда я зрелая личность. Вот оно что. Нет, не хочу сегодня вот эту жесткую колоду брать. Давайте вот эту светлого провидца возьмем. Очень символическое название. И мы посмотрим результат сегодняшнего дня после прослушивания этого расклада и проделывания этих практик, которые я говорила вам в этом раскладе. Что будет? Сейчас многие в плену находятся, еще продолжают цепляться за этот плен. Ребята, вы сами цепляетесь за свой плен. Освободитесь. У вас выход идет куда? В звезду. Опять выход в звезду. Другая колода совсем. То же самое карты говорят. Выход из тяжелых кармических ситуаций, из отношений, из отношений, где вас не любят, не ценят, не оберегают. Вы выходите в свой свет, свое свечение звездное и исполняете свою мечту. Что это? Про что эта мечта? Во-первых, вы опять карта самоценности. Все, паж жезлов – это про ценность себя. И вы начинаете в материи это ощущать. Вы по-другому двигаетесь. Вы стремительны. Это карта огня еще. Ну, то есть это огненная. Но паж – это как бы начало только вашего пути. Вот он, самоценность. Уже растет. Так, чистая любовь. Паж. Так, уже рыцарь пошел. Ух, стремительно что? Стремительно у вас сейчас выбор будет. Стремительно, в смысле, стремительные перемены. Знаете, когда вам будет даваться возможности открываться двери. Вы просто вылетаете в эту новую жизнь. И вот вам сразу дает Господь. Вам Господь дает на выбор. Смотрите, вот карта выбора. И вот Он дарует вам. Он вам дарует. Финансы дарует, кому надо работу дарует, кому нужно предназначение распаковывает, кому нужно таланты, кому нужно семью, кому нужно детей. Вы этого пока не знаете. У вас новое начало, новый проект, новая коммуникация с людьми. Для семейных это новое начало в семье именно. То есть это когда вы чувствуете, что ваша семья идет, то есть вот вы что-то делаете вместе, вы в одном пространстве находитесь, никто никуда не уходит, в отшельника не уходит, не отстраняется, нет, вы все вместе тут. Для людей, которые свободны, ну, например, в паре, да, у вас новое начало, новое взаимодействие на другом уровне бытия.
Это также обучение, это также новый проект, какая-то новая работа, возможно. Кому нужно работу, получаете. Очень быстро. Юля сказала, все. Просто вам нужно верить мне. Я не случайно говорю. Потому что вы превратились уже в девятку пентаклей. Девятка пентаклей — это личность, которая большая. То есть это не эго, а когда энергетика ваша огромная, и вы позволяете себе принимать. Позволяете себе принимать. Я умею благодарить, и я умею принимать. Также умеете люди, кто меня слушает, умеете благодарить. Благодарить за информацию, благодарить за тем, что с вами делятся, например, такой информацией. Ну, и вообще по жизни быть благодарным. Вы понимаете, когда вы претензии предъявляете, например, вашему партнеру, да, это сразу на энергетическом уровне. Тот же человек на том конце, он чувствует это все, что происходит какой-то вот претензия. Она, понимаете, она темного цвета все равно. А когда вы благодарите его за все, за малейшее какое-то проявление, за то, что он дает вам, да за то, что даже уроки вам дал, за то, что заставил вас повернуться, наконец, к себе лицом, а не задницей, за это скажите спасибо человеку, просто благодарите его. И вам сразу открываются другие возможности. Девятка пентаклей — это человек, который себя сам обеспечивает полностью. Это личность, личность, которая свободна. Вот изнутри она свободна. Невозможно управлять счастливым человеком. А это карта счастья. И карта силы, пожалуйста. Сила внутренняя в вас. У меня, я говорю, по разным колодам. Так, это поясните, пожалуйста. Кармические уроки проходили. Многие проходили, и куда? Двинулись. И двинулись в свою любовь. Мужчины, вы сдвинулись в свою любовь. Реально, к той женщине, которую вы любите. И которая любит вас. Вы просто после вот этого днища, после переживаний, после безресурсного состояния, когда у вас энергии даже не было подняться с пола, после осознания, что она ваша судьба, у вас чувства просыпаются, именно чувства глубинные. Вы садитесь на свою лодку, опять у меня колесница, лодка, и отплываете к своей любви, к своей чистоте. Женщины, для вас это появление любящего вас мужчины в вашем пространстве. Истинно вас любящего. После завершения, после вот этих вот ограничений, опять, ребята, ну это просто фундаментально. Ну как вам еще объяснить? Смотрите, вот какая карта была, в каком плену вы находились. Причем сами себя загнали в эту жопу и сидели в ней нормально, так годами. Вот куда вы выходите. Счастье, радость, и это карта стабильности. Это причем стабильность такая вот, знаете, материальная. Это когда 4 стены, у вас есть где жить, у вас есть на что жить. Ну, то есть в материи. У вас есть люди, которых вы любите. Вы в социуме реализованы. Вот вы куда двигаетесь. Вот эта карта сегодняшнего дня. Карта торжества, еще можно так сказать. Так, пишите. У кого свадьба, пишите. У кого какие-то рождения детей, пишите, пожалуйста, мне. Потому что я знаю, что многие девочки, они обращались ко мне за этим. Есть заветная мечта привести в эту жизнь ребеночка, ну, душу новую. Пожалуйста, напишите мне, если пришло это, если ваша мечта сбылась. У вас опять открытие всех дверей, всех возможностей. И это еще карта, когда вы уже сделали свой выбор. То есть, так, это чего?
долго-долго ждали, долго это тянулось, долго тяжелый ношу вот эту тащили, из каких-то воспоминаний, из каких-то мыслей, из стагнации. Кто-то болел, сильно болел, прям вот. Ну и опять карта боли. Это к чему? Скажите мне, пожалуйста. И вам дается после вот этого жесткого, просто кармического урока, когда вас тащили по асфальту лицом причем, вам дается шанс начать новую жизнь, изобильную, туз пентаклей. Это сразу вам тебе раз и возможность. Раз человеку, который там долгое время сидел без работы, ему Господь раз и дает. Ты только прими это, не бойся, прими это. И император, смотрите, для мужчин это обретение своего статуса, потому что вот это когда вы лишены этого статуса. Понимаете? Из вас вышибли просто фундамент. Вот такое состояние сменяется вот таким состоянием. Когда вы владеете своим государством, у вас материя в руках, это настоящий мужчина, настоящий мужик, короче говоря. Самый лучший, самый классный, который двигается, который держит эту материю, который он фундаментальный. Он просто дает стабильность и уверенность вообще всем людям, которые в его поле. Для женщин обретение такого партнерства. Хотели, получите. Еще который любит вас. То есть это не просто вот мужик появился и говорит, ну, там, я настоящий такой, я крутой весь. Нет, он любит вас реально. И он к вам проявляется. Так, колесо фортуны мы закручиваем сейчас на другую дорогу судьбы. Это золотой путь души. Вот как раз-таки это 10-й день. На другую. Девочки, а вы становитесь императрицей. Вот эта парочка. Не может император быть рядом с пажиком или там с королевой. И также женщина, императрица, не может быть рядом с пажиком. Вот она, карта пары. Вот она, парность. Девочки, вы становитесь императрицей просто потому, что вы прошли этот путь. Вне зависимости сейчас не ждем проявления от мужчины, не ждем. Вы просто это не знаете информацию, я вам сейчас открываю. Но вы пока ее не знаете. Продолжайте делать свои практики, пожалуйста. Вот он, световой шар, световой кокон, в котором вы должны находиться. Все люди, которые меня слушают. Дальше. Обучайтесь, учитесь, берите эти знания, которые я вам даю. Скакивайте на свою колесницу, летите в свою новую счастливую жизнь, но умейте управлять. Смотрите, кони здесь черного и белого цвета. То есть это говорит о том, что вам нужно уметь управлять своими энергиями. Если вас несет колесница, вы можете просто в кювет улететь. Поэтому, да, так. Мужчины в материи очень двигательные, у вас движение пойдет. Именно огненный шанс. Девочки, это тоже вот для вас на самом деле. Вы как король жезлов, представляете? То есть вы вообще, ну, огнище, ну, посильнее вообще мужчин всех взятых, которые у вас были. Так, карта мира — это завершение гармоничным образом любого кармического жесткого этапа и обретение нового пути, исцеление. Смотрите, это еще может быть исцеление, обретение мира на долгие-долгие года, мира в душе, мира в своей ауре, в своем поле. Мир когда нет войны уже, борьбы нету бесконечной, обретение. И также для женщин это мужчина, он очень спокойный. Вот это, знаете, когда карта, смотрите, вот эта карта, огненный, он подружил в себе и огненную стихию, и водную, в общем, все стихии он подружил, и он не просто по жезлам, знаете, пришел
Пришел, увидел, победил, и все, и ушел. Нет, здесь другое. Здесь мужчина спокойный, с которым вам будет хорошо. Потому что он вас оберегает, как ангел. Вот у него крылья, видите, за спиной. То есть это, знаете, когда вот с мужчиной, как за каменной стеной. Вот такое состояние. Когда ты понимаешь, что ты на него в любом случае можешь положиться, что он тебя примет любую, в любом твоем аспекте, когда ты зареванная, когда ты там в болезни, когда ты там, допустим, безресурсная абсолютно, он тебя примет. Он тебя не будет осуждать, он тебя не будет выводить, газлайтить и так далее, там, всякими словами, сейчас нехорошими. Нет. Он вас примет, обогреет, покормит вкусно, если это нужно, исцелит, излечит, потому что любовью можно лечить. Фантазии что? Вам сейчас, смотрите, любая ваша сейчас фантазия, желание, любое желание, любая мечта будет вам открываться дверь к этой мечте. Любая. Но во благо этого мира и себе. Вот так, не забывайте. То есть, если это какое-то во зло, например, что-то там, то нет, не будет сбываться. А это вот именно открытие вам дорог, мечты или желания, которые и вам во благо, и другим людям. Работы очень много. Работаем, продолжаем выходить из жертвы. Девочки, обретение ценности себя. У кого-то завершение по высшему суду, это завершение, там, развод. Либо это наоборот, свадьба. То есть, когда у вас возрождение идет вашей души, когда она, как будто ее... Ну, как феникс, понимаете, вот он сгорел, да, теперь он опять возродился из пепла. Вы это все узнаете сейчас через тайные знания, которые я вам даю. Также вы сами познаете, потому что девочки меня все слушают. Непросто. Непросто, да. Вам дается шанс в материи огненной опять начать новую жизнь, причем с творческим внутренним огнем. Это когда воля у вас, когда желание есть творить, когда жизнь у вас есть, внутри вас есть жизнь, и вы идете стремительно причем. Так, это что, завершение чего? Своим решением что завершили? Подождите, ребята. Что завершили-то? Бесконечное погружение, знаете, когда в глубину, но медленное движение в материи. У вас завершение плохого жизненного этапа. У вас обретение внутреннего огня. Движение вообще в материи стремительно, и по справедливости Иерофант. Господь Бог сам пришел уже. Либо вы превращаетесь в этого человека, который, ну, это учитель. То есть это человек, который может вести за собой людей, который обладает знаниями, который обладает мудростью, который возвысился над всеми своими пороками, над всеми своими теневыми аспектами и понял свою тень, принял ее в себе и пошел в лестницу в небо. То есть он все равно выбрал свет. Вот как я трактую это. У вас после того, как были мысли-клевалки, бесконечное соперничество, например, ревность, вот какие-то негативные чувства, вы выходите в победителя, либо в победительницу.
То есть это человек, который обрел свою победу, и он, ну, во-первых, никому ее не отдаст, во-вторых, его очень трудно спихнуть с этого пьедестала. После трудностей, после предательства, после обмана, после того, как вас юзали, насилие применяли к вам, после этой боли чудовищной, которую многие пережили, вы обретаете свой свет. Карта Солнца. Возрождение. Это новое вы. Новый вы. Человек новый. Это светоч. Это человек, который несет свет на эту планету. Стабильность, обретение стабильности. Ресурс свой при себе. Так, это что? Ну, понятно. У кого были проблемы в отношениях? Ну, то есть это бывшие партнеры показаны. Бывшие, которые разбивали вам сердце, они сейчас сами будут огребать то, что они посеяли. Они сами будут сидеть в разочарованиях, и у них будет сыпаться жизнь. Ну, то есть, кто хотел сатисфакции, вот, пожалуйста, вы узнаете об этом совсем скоро. Потому что вы уже никому не позволите бороться с собой. Вы ограждаете себя от этого. Вам это не надо. Вы уже прошли эти круги ада. Все. И вы выходите в свое собственное свечение и исполнение желаний. И это еще наполненность. Карта вкуса жизни. Когда мне кайфово жить. Так, это что? Многие после того, как у вас были непонятки в отношениях, по Луне это когда скрытые отношения, может быть, тайного характера, когда ничего не понятно, мы что-то болтаемся в Луне, в мутной воде, в этой плаваем, это иллюзии, это мечты, это фантазии, но также это карта страхов приблизиться к этому человеку, страхов именно в союз вступить, в проявленный союз. Вы после этого, это еще карта того, что женщина обретает свою силу Луны, то есть это женская сила в вас внутренняя, просыпается по лунным циклам. Так, это притяжение неимоверное к человеку, которого вы любите, и обретение семьи. Вот с этим человеком, с которым было непонятно, обретение семьи. То есть вы в союз вступаете, я уж не знаю, там официально, неофициально, главное, что вы договоритесь. После вот этого периода, когда вообще ничего не понятно, как это будет, что это будет, это просто стабильная, прекрасная, наполненная счастьем семья. Вот так. Давайте еще одну карту, и все, и остановите меня уже кто-нибудь. Два предназначения. Распаковывайте себе два предназначения. У вас оно по судьбе. Работник света, воин света, человек, который за свет. В любом аспекте он всегда идет в свет. И через то, что вы откапываете свою самоценность, вы, наконец, начинаете быть собой, не притворяться кем-то, а быть собой. И вы служите всему миру. Это служение всему миру. Служение в высшем аспекте. Вы поняли меня, о чем это? Да будет так. Я очень жду от вас обратной связи. Обязательно пишите, обязательно комментируйте, потому что мне это очень важно. Слышать ваши процессы. Потому что мы все сейчас проходим этот путь, и вот это мое детище, вот это, что я вам сейчас даю, это мое просто детище, которое, это как ребенок, да, это мой проект, который я даю вам, и я очень
Надеюсь, что вы выйдете наконец на свою золотую дорогу жизни. До новых встреч!